Итак, ребят, всем привет! Сегодня опять решила поговорить с вами немного о политике, так как пришла мне новая информация. С тонкого я некоторые вещи почувствовала, которые сейчас происходят на территории Европы, США также, да, и относительно где-то России, Китая, грубо говоря, и хочу с вами сегодня этими мыслями поделиться. Во-первых, сейчас очень ярко, явно, кто следит за новостями, вы, наверное, заметили, что идет какая-то истерия, связанная с НАТО, и то, что в Европе говорят о том, что надо там ракетами, значит, вооружаться, мы готовимся к войне с Россией, мы, значит, такие сильные, нам надо все, сейчас Россия вторгнется и так далее. То есть сейчас этот нарратив, он прям гремит в воздухе, они прям очень активно орут о том, что им надо выделять там, миллиарды, миллионы просто денег на вооружение. То есть они готовятся, такое ощущение, к отражению российской агрессии, да, так называемой, как они это все называют. И я когда смотрела про вот этот момент, то есть что это вообще такое и к чему это ведет, и знаете, такое ощущение, что идет какое-то повторение украинского сценария. То есть до этого украинский сценарий был разработан с целью, да, то есть поменять какой-то нарратив. То есть хотели как бы разломать Россию на куски. Я, по-моему, об этом говорила, что основная задача была, да, это вот как будто вот эта территория, она очень большая, ее просто вот сломать пополам. То есть, скорее всего, отделить территорию западную, да, то есть Москва, вот это вот все, и Сибирь, Дальний Восток, вот это вот все вот где-то вот посередине там разломать, чтобы Сибирь, Дальний Восток были отдельно, а Запад вот этот вот был отдельно. То есть хотели, основная задача их была это как-то вот поломать территории, то есть какой-то внутренний, возможно, уже готовился, да, ну не знаю, бунт, не бунт, то есть что-то такое, чтобы вот эти территории поломало пополам. И, знаете, скорее всего, использовался бы вот момент того, что, ну, кто допустим, с Россией вот знают вот этот момент, что, допустим, Сибирь, Дальний Восток, все говорят, ой, москвичи, да, и всю западную часть России воспринимают как, ну, какие-то вот такие москвичи условно, да, вот мы там у себя, а вот эти москвичи, то есть и какое-то вот это вот внутреннее бы начали раскачивать на этом, что мы тут без них будем прекрасно жить, вот они там нам что-то делают и так далее. То есть это вот хотели раскачать, но не получилось. То есть не получилось вот эту вот целостность, да, какую-то разъединить, и поняли, что, ну, тут, то есть в конкретно моменте с Украиной, то есть с украинским сценарием не получилось. Но сейчас они начинают вот этот вот момент раскачивания так называемого НАТО, да, раскачивания Европы, что мы вот такие вооружаемся, вот нас тут там все пытаются это, там агрессия, ла-ла-ла. И вот, знаете, по энергетике, даже не столько по каким-то вот словам, лозунгам, да, лозунги вообще другие, но энергетика, которая сейчас вот витает от вот этих вот нарративов, которые с трибун, с вот этих вот звучат, да, ярко-ярко, они, знаете, вот такие же нарративы, как повторение украинского сценария. То есть я говорю о тех событиях, которые были там во время Майдана, да, после Майдана. То есть вот такая вот раскачка какая-то идет. И это именно такое ощущение, что и народ хотят раскачать, во-первых, да, и готовят что-то. То есть опять же готовят какую-то хрень, то есть возможно, это опять же связано не просто с бряцанием оружия, и не просто нам надо вооружаться, да, а это желание открытой войны. То есть такое ощущение, что там не прокатило, но они все равно хотят вот эту войну, сценарий войны отыграть.
То есть им это зачем-то очень-очень сильно надо, они хотят вот прям вот сами напасть. Идет ощущение вот такого вот дикого зверя, который вот прям вот хочет, рвется нападать. Мне эта энергетика очень сильно не нравится, потому что она исходит, опять же, от каких-то глубинных, ну, то есть глубинников, да, глубинных государств. И с одной стороны они боятся, с другой стороны они пытаются этот сценарий разыграть, но постоянно оглядка идет на Америку, то есть постоянно тяв-тяв, и такие раз оглянулись, а что там, да, а что там говорят. И знаете, сейчас в Америке какая-то двойная, тройная карта разыгрывается, мне это тоже не сильно нравится. Возможно, там тоже, знаете, какие-то вот эти вот подковерные люди, мероприятия какие-то проводятся для того, чтобы удерживать, вот опять же мне идет вот эти глубинники, которые сидят, да, продолжают сидеть в США, несмотря на то, что у них уже нет открытой такой власти, они продолжают этот сценарий как-то поощрять, то есть у них есть какие-то ресурсы, у них есть какие-то, знаете, скрытые ресурсы, это как, знаете, похоже на некие подводные течения. Я думаю, что это какие-то русла, условно, да, это финансовые русла в первую очередь, наподобие, вот как вот Илон Маск, недавно они закрывали какое-то там агентство, которое спонсировало какие-то там «Голос Америки», да, еще какие-то там масс-медиа условно спонсировали там какие-то вообще непонятные структуры, отмыв денег был, и таких, знаете, подводных течений, то есть это открытые такие ресурсы, а есть еще какие-то подводные течения, то есть что-то, что не видно, да, то, что находится, ну, не знаю, не под водой, да под землей, то есть какие-то вот такие вот скрытые течения, финансовые реки, которые продолжают утекать из Америки, то есть какими-то мощными прям потоками финансовыми утекать куда-то в Запад, то есть за рубеж, да, спонсируя вот это вот какие-то определенные нарративы на Западе. Также хотела обратить внимание про то, что вот противостояние вот это очень сильное. Я говорила, что в принципе, сейчас вот эта, ну, так называемая Третья мировая, которая уже вовсю там раскрывается, да, буйным цветом, она даже выглядит не как некая война солдат, да, как это было раньше с оружием и так далее, хотя мы тоже видим вот оружие, вот эти войны, которые там развиваются, но войны на самом деле очень-очень сильно, почему-то Запад, вот именно, я не знаю, Европа, даже не сколько США, почему-то Европа идет, она живет войной, то есть она как будто, не знаю, вот это еще со времен старой Англии, да, когда они колонизировали страны, вот шли и просто вот наживались на войне, то есть какие-то территории делали подконтрольными, завоевывали, брали дань там условно с этих территорий и так далее, то есть превращая их в некие свои колонии. И сейчас у них нет уже того, что они какие-то территории держат как колонии, как будто это невыгодно, то есть эти территории надо спонсировать все равно, да, а тут они нашли какой-то новый способ, то есть они просто развязывают войны, да, в каком-то государстве, там очень много крови, очень много людей погибает, очень много всего происходит, и они на этом как бы деньги. Я не знаю, почему не США, обычно же, ну, типа, все войны развязывают США. Я как бы соглашусь, что, ну, везде вот, что США основной бенефициар, да, всех войн в мире, но здесь конкретно почему-то, то есть какую-то косвенную, даже не косвенную, а, знаете, как будто прямую роль в этом играет как раз-таки Европа, то есть Европа является неким таким выгодоприобретателем, очень-очень сильным, серьезным выгодоприобретателем в этом плане. Почему-то это и человеческий ресурс, да, какой-то, и не только, то есть там очень большие деньги какие-то льются с этих войн туда, в Европу приходят, вот, и США там очень сильно выигрывают на вооружении, то есть на оружии, на чем-то, а Европа, я не особо понимаю, но она очень сильно наваривается. Такое ощущение, что, знаете, гуманитарка
То есть здесь такое ощущение, что они навариваются на тем, что дают еду. То есть когда какая-то война идет в каких-то странах, да, эти страны, они немножко не за то, чтобы там самообеспечение было или еще, то есть вот этот хаос какой-то, да, он подрывает экономику, и как бы Европа как будто со своей экономикой туда заходит. Я не знаю, как это, с чем связано. То есть это как будто связано с каким-то сельскохозяйственным моментом или с чем-то, возможно, какие-то компании перекупаются. То есть это не за то, что они торгуют оружием. То есть Америка торгует оружием, а Европа, она как будто чем-то другим. То есть она что-то другое. Какие-то, возможно, предприятия берет под свой контроль, возможно, какие-то еще вот вещи. Но они как-то по-другому, то есть на этом наживаются. У них очень-очень большая выгода. Прям, вы знаете, как будто сливки какие-то собирают свои, прям очень-очень вкусные, грубо говоря. И им это выгодно. Им это очень выгодно. Но такое ощущение, знаете, что в последнее время некоторые страны, причем включая Россию и, возможно, Китай, то есть Китай как-то более сдержанная, а Россия как-то более вот, типа вот мешала вот эти войны развязывать. Я не знаю в чем, то есть как будто не давали им действовать так, как они хотят в этом плане. То есть вот, как опять же я говорила, да, люди, которые вот ролик про Европу, так вот, я там говорила, что они как вот, знаете, весь мир мой, да, я могу вот куда угодно прийти и собрать там то, что мне нужно. И вот это вот про Европу тоже, то есть как будто вот эти люди, которые сидят в Европе, ну, я говорила, что они являются как бы инструментами, да, более высоких там определенных сил людей, да, они как будто тоже считают, то есть так как они продолжение своих хозяев, что вот весь мир это вот мы можем идти и брать все, что мы хотим, да, любыми методами, какими мы хотим. Вот просто вот я пришел, взял, это мое. И вот как будто некоторые страны как бельмо стояли в глазу, потому что они говорили: нет, ты не можешь прийти и взять все, что хочешь. Да, потому что этот мир, он не только твой, как бы, алло, ты тут эгоист, да, в этом мире, но мы тут тоже существуем, и с нами надо считаться, и они как вот кость в горле. Это вот со стороны именно Европы. Я не понимаю, почему, что хотят развязать. Я надеюсь, что вот этот вот сценарий, но он активно сейчас раскручивается, да, второй украинский сценарий, только уже на территориях Европы. И знаете, такое ощущение, что, ну, там Германия, типа а-ля Англия или еще какие-то страны, они не будут напрямую конфликтовать, они хотят какие-то страны, опять же, постсоветские, скорее всего, кинуть туда. То есть это какие-то будут страны, которые вот территориально граничат, опять же, с Россией, да, они настраивают, наускивают, то есть им нужна территория, через которую они будут прыгать, то есть и эта территория близлежащая, да, которая будет защитным буфером, они туда будут, опять же, хотят вливать, что-то делать и через эту территорию действовать. В принципе, я думаю, что это современные страны, вот это вот Латвия, Литва, да, Эстония и другие. То есть те, что граничат с Россией в Европе. То есть они достаточно бедные страны, они самодостаточные страны, и их просто кинут вот на растерзание, да, то есть они как буфером будут. Территория, опять же, на которой хотят вот это все устраивать. Это то, что касается именно Европы и вот этих вот дядек, которые ей управляют. Ну, а также я не могу упустить момента то, что я записала себе про экономическую войну. Помните, я говорила, что война это будет не сколько физическая, сколько экономическая. Мы можем видеть, то есть слом, допустим, той же самой России, то есть хотели санкциями всем сломать внутри самой страны, там развить хаос, да, и таким образом сделать слом. Но с другой стороны, мы видим, то есть я тоже об этом говорила, как
Европу выкачивали просто, да, деньги из нее колоссально, делали вот эту черную дыру, выкачивали из нее деньги по максимуму, то есть и до сих пор она продолжает эти деньги сливать в эту черную дыру. И смотрите, самое интересное то, что сейчас мы можем видеть со стороны Трампа, введение пошлин в отношении Европы. И это колоссальнейший удар по экономике. То есть созданием черной дыры по Европе уже было нанесены достаточно очень большие экономические последствия. Многие люди уже говорят о том, специалисты, да, и все, что санкции, которые были введены в отношении РФ, ударили не только по самой РФ, но и по Европе тоже. И Европа свой рынок, да, закрыла типа для РФ, что мы там не будем с вами торговать и так далее. И сейчас Трамп, то есть, да, уже и так ослабленная экономика Европы, которая хоть как-то там перебивается худо-бедно, получает просто огроменные пошлины со стороны Америки, что еще больше ее экономическое давление, да, ее вот убивает, грубо говоря, вот эту экономику этих стран. И здесь, знаете, вот я когда смотрела, то есть, что хотят сделать, то есть такое ощущение, что хотят задавить Европу. Вот я не знаю, то, что как вот у меня ощущение произошло после того, как они ввели вот эти вот санкции, да, в отношении Европы, не ввели ничего экономические вот эти вот тарифы в отношении РФ, но у нас торговли сильной нет со Штатами большой, чтобы там что-то еще повышать. Но смотрите, вот они вот этими тарифами, то есть усилили давление, и такое ощущение, что сейчас хотят просто не то, чтобы разорить Европу, нет, а сделать ее какой-то больной, то есть сделать ее так вот. Идет фраза такой, какой она заслуживает. И при этом я не считаю лично, что она такой заслуживает быть, но как будто вот новая политика людей, которые приходят сейчас, которые хотят перевернуть этот мир, да, это не те люди, которые глобалы, то есть те, которые сейчас пытаются перевернуть против глобалов их же действия, да, похоронить этих глобалов. Они хотят вернуть империи, то есть они хотят желания правления империей, а не глобалов. То есть глобалы — это отдельно взятые люди там, да, какие-то, но какого хрена какие-то отдельно взятые люди или какие-то отдельно взятые мелкие страны должны там что-то решать. И то есть здесь люди, которые хотят вернуть какое-то величие, да, именно империи, здесь я вижу вот в этих имперских замашках, да, ну как бы вот империи 3 кита, то есть это США, Россия и Китай, то есть они хотят ввести какую-то такую новую, ну то есть изменить мир, да, перевернуть мир таким образом, чтобы мелкие страны, они не то чтобы не принимали решения, да, они были, ну, не так, что у тебя там территория, вот как ты Люксембург, да, и ты там что-то выделываешься, то есть, типа, ты там что-то решаешь, или как Германия, или Англия сейчас, то есть, да, маленькие страны, и ты там что-то выделываешься, то есть, они хотят какую-то вот мощь империи вернуть. Типа вот мы такие тут короли, да, то есть огромные какие-то страны, огромные, мощные там и так далее. Вот мы типа мощные, а все остальные как бы типа вот преклоняются перед нами, да, какую-то вот такую хотят они вести. Я не знаю, насколько это, конечно, ну, хороший подход, потому что я считаю, в принципе, принцип равенства — это самое лучшее, что есть. Но вот тут какую-то такую они хотят переворот власти империи сделать. И там есть какая-то внутренняя договоренность о вот этом треугольном камне, да, краеугольном треугольном камне. Это Россия, Китай и США. И Китай там будет недоволен. Я еще говорила до этого, то есть мне шло, что по новым договорам, то по тому, как развивается вообще, да, их план, что Китай останется недовольным, и Китай сейчас остается недовольным. Вот. И, конечно, вы знаете, что в отношении Китая очень большие пошлины тоже в США, да, ввели там 125%, по-моему. А Китай
Я уже говорила про него, что у Китая очень много внутреннего, то есть там, с одной стороны, да, есть там и отдельно взятые личности, которые там правят и так далее, но в Китае очень сильный синдикат, очень большой черный рынок, там глобалы тоже в свое время хорошо пустили корни, и там очень много в самой коммунистической партии тоже каких-то сидит людей от глобалистов, да, и здесь какой-то хитрый ход, то есть какой-то хитрый ход, и это как вот было, знаете, у них с закрытием портов, когда они закрывали порты, там тоже были перебои с поставками продукции и так далее, а, связанные с пандемией. Они типа, ой, у нас тут пандемия, да, все, мы там везде все закрыли, и вроде как там вот эти вот, которые ребятки, типа, вот, что там Китай, да, вот они там и вякнуть не могут ничего, потому что сами там орут про пандемию. Вот, что типа ничего не идет, и все. Я тогда говорила, что это все, а они еще что-то там банковские какие-то переводы там что-то блокировали. Я говорила, что все это делается для того, чтобы что-то вот под эгидой вот этого, как бы какой-то черный рынок надо было почистить, то есть какие-то переводы транзакций, там что-то вот это отслеживать. И сейчас как будто тоже какой-то идет хитрый ход для того, чтобы как бы официально вывести из игры каких-то людей, которые вот именно за, ну как бы за глобалистов или вот что-то там, какой-то свой нарратив вот этот внедряют. То есть сказать, а вот видите, у нас ситуация, да, у нас ситуация, надо что-то делать и так далее. И в том числе в Китае очень большой рынок, вот именно связанный с чем-то очень плохим, связанный со смертью. Там какой-то очень большой рынок, вот деньги на крови, знаете, деньги на смерти, вот что-то такое, то есть там вот отравляют людей, как-то вот какие-то деньги с отравлением связаны, деньги на смерти, деньги на вот чем-то таком, то есть вот какие-то ужасные грязные деньги, и это все идет вот как источник, да, какой-то распространения по миру, то есть там очень крупный какой-то подпольный черный рынок, и там есть большая доступность не только технологий, но и какой-то вот химии, к какому-то вот такому вот, я не знаю, к чему-то, короче, каким-то веществам запрещенным, которые связано вот со смертью, то есть чем-то таким. И это все куда-то поставляется. То есть есть какие-то черные какие-то дельцы, то есть, да, с черного рынка какие-то, ну вот как не мафия, но вот типа каких-то бандитов или что, которые очень-очень большие деньги делают, очень большие деньги. То есть это какой-то вот прям большие синдикаты черного рынка. И сами власти, они, то есть, не знают, как с этим бороться тоже. Борются, но вот не знают, как бороться. Там все еще, знаете, наверное, со времен, вот когда был опиум, вот это вот все, да, там вот оно еще как-то как жило, и оно не то чтобы не умирало, то есть с этим боролись, все, но оно там какие-то корни остались вот этого всего, которые как бы в подполье просто ушли в подполье и позже прорастали. И это связано с Англией, кстати. То есть это связано с Англией. Это не только вот то, что опиум там, да, был, это была чисто английская история, все это знают, а то, что это до сих пор связано с Англией. То есть даже, возможно, с дворцом. Такое ощущение во дворце, вот этом английском, очень много грязных денег. Очень много каких-то вот таких вот, даже не знаю, вот деньги, знаете, как будто они политые какой-то вот, не знаю, каким-то черным аж мазутом. То есть это вот настолько какие-то грязные деньги, даже не на крови, а вот просто, знаете, какие-то настолько грязные деньги, что они вот покрыты какой-то мазутой. Это вот то, ну, как ассоциация, да, какая-то идет. Я даже не знаю, вот в связи с чем. То есть это даже не махинации, не... все, я не хочу это смотреть. Там очень много всего ужасного.
какие-то... Нет, я не буду это говорить. Скажу так. То, что Эпштейн был замечен с принцем, да, этого дворца, это не случайная история. То есть там дворец напрямую замешан в, грубо говоря, дружбе с такими людьми, как Эпштейн, вот, и в том числе отмыванию денежек, которые помышляет такой человек, как Эпштейн. Вот, скажем так. И очень интересно то, что вот у глобалов, да, есть какой-то момент того, что они хотят сделать там единое какое-то мировое правительство, да, мы слышали об этом, которое будет нарратив всем странам давать, да, или вот которое будет типа вот одно на все. И они, в принципе, делают это, то есть там ООН, грубо говоря, да, всякие структуры, там ВОЗ и так далее, которые всему миру говорят, что делать, да, и ты тупо вот мало ли там какая у тебя страна, ты просто вот сидишь и выполняешь все, что там вот эти организации хотят, то есть такое единое мировое правительство, да, для всех стран. Так вот, и тут, если говорить про имперские замашки, вот эти вот желания правления империей там именно, то здесь какой-то такой идет момент, что оно тоже что-то похожее, знаете, но типа эти империи, крупные игроки, которые будут вот только между собой чего-то взаимодействовать, принимать решения какие-то, да, как-то не то чтобы дружить, находиться в каком-то таком статусе, даже не условно нейтральных, врагов не врагов, но не друзей, да, точно, в каком-то даже не противостоянии, не в нейтрале, а вот как такое, знаете, постоянное, да, там такое, молчаливая конкуренция, грубо говоря, но вот именно вот эти там, да, страны, они диктуют всему миру, что будет дальше, то есть вот в таком виде хотят сделать, именно сместить глобалов, дать какой-то момент именно правления империи, но я не понимаю, что это будет, то есть, знаете, странно, то, что я не понимаю, то есть, а как будут, допустим, президенты избираться или что в этих, так называемых империях, да, которые там хотят возродить. Я не понимаю вот этот момент, каким образом там, что-то хотят сделать, типа, знаете, по крайней мере, это идет со стороны Америки. Вот как есть в Америке такое понимание, как потомственные политики или что-то типа того, да, вот как там отец, сын, там Билл Клинтон и там и так далее, то есть которые вот какие-то как бы либо семьи, либо какие-то вот как вот Ротшильды, Рокфеллеры, да, там и так далее, вот подобные все. Это не конкретно про Ротшильдов, Рокфеллеров, а я вот имею в виду семьи, да, какие-то. И эти семьи, и они имеют к политике какое-то определенное вот намерение, да, и заниматься, или вот они как бы потомственные какие-то политики, или они как-то вот обучают новое поколение политиков и так далее. То есть как будто вот эта политика, она переходит, не то чтобы в наследственную какую-то черту, а то, что вот как будто старое поколение политиков учит новое поколение политиков, то есть все это как-то меняется, сменяется, но я не вижу чего-то связанного не то чтобы с какими-то выборами, но как будто что-то вот хотят как-то правила изменить или что. То есть, возможно, хотят как-то изменить правила, что типа вот может баллотироваться там или что может только человек, который там провел в политике какое-то время или что, я не понимаю. То есть там какую-то модель хотят изменить, какую-то модель правил для того, чем должен обладать человек для того, чтобы занимать какую-то роль. То есть, возможно, что в будущем, это я не говорю, что, там не знаю, там в каком-то ближайшем будущем или так далее эти все будут приняты меры, но как бы какой-то вот, знаете, идет момент того, что хотят сделать не то чтобы ограничения, а какую-то страховку, то есть какие-то
что вот к президенту, допустим, должны быть определенные требования, то есть что ты можешь этот пост занять, то есть ты должен соответствовать каким-то критериям, вот такого плана. Я пока не понимаю, что это. То есть, возможно, это только на стадии, на данный момент находится только на стадии какой-то идеи, да, у кого-то. То есть какого-то видения того, как это будет в идеале или что-то такое. То есть это еще пока что не рождено где-то на бумаге или не рождено вот в целом. То есть это на уровне какой-то пока что идеи, чувствования, да, живет в чьем-то взгляде, желаниях как-то видеть мир по-другому. Вот, пока что вот такие вот новости. Ребята, я не знаю, даже честно, я сама смотрю, вроде как я ничего такого страшного не сказала, да, судя по тем моментам, которые я озвучила, но я смотрю, и мне почему-то как-то, не знаю, не тревожно, наверное, как-то очень сильно вот эти вот силы, они сейчас сталкиваются между собой, очень сильно идет всплески, очень сильная какая-то идет вот борьба, да, между этими силами, и я даже не могу на данный момент понять, что на чьей стороне сейчас вот эта сила. Они, знаете, они как вскрызлись вот в друг друга, да, очень-очень сильно, и сейчас вот эта борьба, она с одной стороны хитрая, осторожная, с другой стороны очень агрессивная, да, какие-то действия быстрые, вот как-то вот перехватить инициативу, да, все быстрее. Но идет какой-то момент в то же самое время топтания на месте. То есть ни туда, ни сюда, это как в перетягивании канатов, да, вот идет борьба, а по сути, то есть и одни, и вторые борются, а сам канат, да, он ни туда, ни сюда не смещается, то есть он как будто то туда, то сюда, то туда, то сюда. Ну, в общем, будем наблюдать с вами дальше о том, что происходит, смотреть, вот, и будут мне какие-то вещи идти, я вам об этом буду рассказывать. Кстати, хотела напомнить, тоже сейчас вот очень много идет моментов высказываний за там так называемую дележку территорий, да, я говорила, что будут поделены территории согласно там договоренностям определенным, которые уже оговорены, вот, закулисно, но здесь мне интересно, как они это все выдвинут для общественности, потому что я, помните, в одном из ранних видений про Донбасс, то есть про вот эти земли, когда меня спрашивали про них, что, как там будет, я говорила, что это еще было вот до того, как там начались вот эти все действия. Я говорила, что вижу, что там не российский флаг, да, не украинский флаг, что у них как будто какой-то свой флаг, то есть под каким-то другим флагом, совершенно другим, да, они находятся. То есть здесь мне интересно, каким образом отыграется это видение. То есть возможно, что будет какая-то собственная автономия, вот, или это будет автономия в составе, да, каком-то, я не знаю, но такое ощущение, что в Украину эти земли вряд ли вернутся, но как будто и частью России их признавать тоже почему-то, ну, не то чтобы опасно, но что-то там есть, какие-то подводные камни. В общем, посмотрим, до чего они в итоге там договорятся и как они это все политики поставят, да, как они это все расставят на свои места, потому что, ну, судя по последним, да, вот этим вот моментам со сделками ресурсными, кстати, о том, что они будут эти ресурсы делить, о том, что уже есть, да, вот эти вот разговоры про ресурсы, я говорила и озвучила у себя на канале еще до того, как вообще прозвучало в медиа слово ресурсная сделка или то, что там Америка хочет там ресурсную сделку, да, с Украиной как-то заключить. То есть ресурсы можно добывать на определенных территориях и без того, чтобы брать эту страну под свой флаг. Это мы прекрасно с вами, конечно же, понимаем. Вот. Ну, у меня на сегодня все. Всех вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Пока-пока.